Добрый день. Сегодня листаем тут новую партию журналов «Крокодил». А, Начнем с самого старого. Эти журналы я еще не смотрел, обзоры не делал. Так что можно, так сказать, с нуля тоже первый раз с вами увижу их. Здесь у нас, тут я не сильно, год издания 40-й. Это, я не знаю, что это такое. Может быть, первые журналы были в 40-х годах. Апрель 62-го года вообще-то. Сейчас, секунду, я все настрою, потому что не пойму для начала, все ли работает правильно. Не пойму, есть ли звук. Сейчас, секунду. Кстати, вот этот журнал сохранился в очень хорошем состоянии за 62 год. И они будут покачественней, чем те, что были позже. Вот у нас на обложке какая-то работница в беретике красном. Правда, 50 лет. В газете «Правда». Так. 1 мая. Не пойму, со звуком есть он вообще или нет. По идее должен быть звук. Есть звук, написали. Так, все, годится. Так, какие-то карикатуры. Ну, понять, о чем они, так сложновато будет. Какие-то буржуи, пулеметчики, пулемет Максимка. Ну, сейчас уже такое не рисуют, конечно. Свастики вот эти вот. Это же запрещено. Даже в фильмах. Смотришь фильмы про немцев, свастики нету. Что это меняет, я не понимаю, как бы. Гитлер такой колоритный, такой несчастный, такой. Руку ему как откусывают. А здесь вот посмотрите. Немцы такие с этими орлами, и носы у них как ракета вот Фау-1 или как она. Слет безработных у французской биржи. Так, ну карикатуры такие, видно, что старые. Сейчас как бы не сильно понятно, о чем они. Дядя Миша и другие. Болельщик, травопольщик. Рыболов, спортсмен. В чем тут только шутка, я не сильно могу понять. Клюет. Рыболов, спортсмены есть такие. Пишите в комментариях, если кто-то расшифровал, в чем прикол этой карикатуры, потому что до меня пока тут мало чего дошло. Мигунова. Вот это карикатурист Мигунов такой был, известный, мультипликатор. Дедоход. Все с колясками. Ну, я скажу, сейчас такое актуально, да, так вот многие. Вот у меня на районе многие ходят такие. Конечно, я не удивлюсь, если это ходят у меня пожилые отцы.
Цветы, цветов нет. Ну да. Киоски такие, цветов нет. Не, ну если, допустим, взять какую-нибудь страну, там, Германию, то если цветов нет, никто их обрывать вокруг не будет, конечно же. Надеюсь. Так. Ну какая? Это напоминает вот этот фильм был «Блеф» с этим, с Адриано Челентано, и там вот была такая женщина, такая бандюганка, вот чем-то похож образ. С Энтони Квином они там что-то соревновались. Клу-клус-клан. Так, персональный выезд. Рынок. На рынок поехал за этим, на этом, на подъемном кране. И такси. Ну, здесь допускаю, вот эта карикатура, возможно, вот подходит к вот этим вот рассказам. Если их почитать, тогда, возможно, это как бы, сказал, клавиатура, по-моему. Карикатура, возможно, как подчеркивает вот смысл этих рассказов. Тогда надо читать. Отгородились. О, это как вот про этого, про как Чебурашка вот чемодан нес, вот с крокодил Геной, типа. Давай я возьму чемодан, а ты возьмешь на руки меня. Ну, журнал «Состояние» классное. Вроде бы нарисовано все красиво, но я как бы не сказал бы, что мне сильно понравилось. Директор. Директор будет с минуты на минуту. Кинопьеса, парикмахерская, магазин, кафе, кино, какой-то футбол видно. Директор. Часы директора, вот так вот. Рисунок Цветкова. Кстати, я не знаю, рисунок это Цветков или Цветкова. Очень много рисунков. Ну, таких хорошо сделаны рисунки. Так, полистали. Переходим в следующий. Теперь у нас год сразу 72-й. Сегодня на работу не выйду. У меня сильный насморк. И вообще что-то не здоровится. Это он закрыл прищепку, чтобы, наверное, сделать такой голос, типа больной. Водка. Это вообще часто такое называлось воскресная болезнь раньше, так на работу, когда там где-то в субботу гуляешь, а потом на утро типа звонишь и там заболел что-то там, начальник сразу понимает. Воскресная болезнь, все с тобой ясно. Направо поедешь, дачу дорожно-строительного начальника найдешь. Налево дачу его заместителя. А прямо поедешь, до нашего села не доедешь. Дороги построили вокруг к дачам. Ну, актуально и сейчас. Я лично такие знаю случаи. Какие-то там депутаты, где-то глухомань построил дом, и туда дорога ведет. Никому она кроме него не нужна, но дорога есть. Ну как никому, ну нужна еще людям, соседствующим по улице, но дорога там третьестепенного значения, по сути. Я тут себя такое вот видел. Так. Значит, это про рациональность видно какую-то советскую. Туда дерево, обратно дерево. Значит, договорились, даем задний ход. Ну, это сейчас такая логистика. Довольно отлажена, компьютеризирована, все продумано какими-то схемами. Если взять там 70-е, возможно, какие-то и были отрехи такие. Допускаю. Конечно, это ненормально, но допускаю, что возможно было в большой стране. Ной, избави, Господи, от браконьеров, а от потопа я зверей спасу.
Ну да. Вот этот ковчег и даже стрела такая торчит. Труды и дни дяди Сандро. Какие-то грузины такие, Фазиль Искандер. К снегозадержанию готовы, как видите. Снег на полях, снег на поля. Ну, для этих целей вот устроили раньше, чтобы снег на поля был, такие посадки вокруг полей. Контроль. Ваня, у нас сегодня языки в продаже были. Проверять язык. В магазине самообслуживания, наверное, съел, чтобы не съел что-то. Так. Ну, какой красавчик, смотрите, такой. Трудовая мозоль. Naked менеджер. Голый менеджер. Крепче прибивай, чтобы не оторвали. Великая кухонная программа Пентагона. Худи-игрушка. Вот он, ребята, настоящий тройной прыжок. Через забор, наверное, со стройки. А вот это с этим, с бронзбойтом. И чего он боится? Мы не курящий, костров не разводим. Да, вот это, кстати, опять хотел сказать клавиатура. Карикатура такая неплохая. Правда, я вот замечал, когда вот есть в Ютубе видео, когда нападают животные. Вот пока они ту воду включат, вот это проходит, я просто не понимаю. Вот он там стоит, он трусит, там какие-то капли льются. Ну, по идее, прямо перед тем, как он станет смотреть за животными, он должен поднять давление в этом бронзбойте. Ну там, чтобы вода капнула. И под давлением уже ждать, чтобы при открытии оно моментально полилось. Ну, мне лично кажется, что так должно быть. Может, я в чем-то ошибаюсь, конечно, я не пожарный. И не укротитель. Ну там лишние 20 секунд кого-то могут съесть просто. О, тут люблю эти последние. Чилийская реакция. Знакомый силуэт. Крылова. Так, номер 32. Начальник, видно, сразу такой багровый, индивидуальный подход. Я тебя предупреждаю, сорвешь план, пощады не жди. Это как селекторное совещание, типа. Это в зуме общается, или как там сейчас. Так, Дед Мороз. Ревизия из центра. Комиссия из района. Секунду, куш, пожалуйста. Так. Подхалимов развелось. Хорошо их сократить.
Гардероб переведен на самообслуживание. Короче, вот этого работника гардероба его и походу и уволили. Подхалимы все остались. Это он говорит. Это реплика вот этого сотрудника гардероба. Короче, его и сократили. Услышали и сократили. Не мешало работе. Ниф-ниф. Быть нам, ребята, на этот раз съеденным. Акт. Что-то там, приемки дома. Все равно не успеют, гастроном уже закрылся. Эти думают, что они гастроном берут. О, такси, Волга. Иван, вернись в деревню на трактор, я тебе рубль с километра платить буду. Это типа как высмеется, наверное, что все текают с села в город. Иди домой, воду уже пустили. Да неплохо, кстати. Рисунок, курица. Дядя Жора, который охотился за старинной мебелью. Тетя Оля, которая бросила мужа, она все буквально, типа бросила мужа откуда-то там. Дядя Юра, который волочится за каждой юбкой. Интересные такие дамы дорисованы, вот мне нравится. Это такая в беретике, на каблуках, это в каком-то кипоне, это такой шляпке. Класс. А дядя Петя, который таскает соседей в суд, такие в лукошке соседи сидят. Мамины знакомые, мамины знакомые называется. Свободная Европа, свобода. Тут лимонка, тут граната. Кто сказал, что мы ведем подрывные передачи? Модники. Люблю такие с модниками карикатуры. Вот такие, как хиппи. С приемничком. Тут такой даже как будто телевизор у них переносной. Пеньки, дубки. Это остановка была, наверное. Была дубки, стало пеньки. Классно. Действительно. В нашем городе меня каждая собака знает. Мясокомбинат проходная. А вот это нормально, да. Слыхал, там даже в советские времена грузчиком на мясокомбинате это была очень ценная профессия. Там через забор все перекидывали. В нашем городе меня каждая собака знает. Ну, что, добрая душа собак покормил. О, Африка. Вползают. Это, наверное, в какие-нибудь НАТО какой-то вползают. Золото, серебро, медь, уран, нефть. Ясно. Так. Это я сразу, это огородника, вот сразу это по собаке, а вот сразу, знаешь, почерк этого художника. У меня в детской книжке он просто был, и то я недавно просто вот, чувствую, где-то я видел эти рисунки такие подобные. Нашел эту книжку в интернете, у меня она далеко просто осталась. И там вот этот Огородников тоже художник. Просили помочь в уборке, пока откликнулась только фабрика детской игрушки. Это он в игрушки понасыпал и помогает. Так вот детская это. Горячее многоточие. Какой-то летающий такой
Комбайн, похоже. Но теперь мощность не теряется даже на трение о землю. Да, что-то посвящено каким-то полям, колхозам. Волки. Потерпи, Гриша, иначе на танцы не пропустят. К чему там галстуки, я не знаю. Типа был такой дресс-контроль на танцах. Пионерлагерь. О, вот привезли игрушку для внука. Торт. Ага. Я еще, кстати, думал, как-то так не сильно поощрялся этот перевоз продуктов, как я понимаю, в этих пионерлагерях. Я сам не был, но как-то так вот слыхал. А вот только что вот думаю, ну да, вот лето, привезли какой-то торт. Срок хранения торта, ну, сейчас как бы нормальные холодильники в магазинах. Торты захимичены. Никому не хочется терять деньги, оно дорого стоит. Потому что все как бы частное. Выкидывать как бы дорого. А раньше холодильники непонятные. Торты были натуральные, но из-за этого срок хранения был маленький. Непонятно, сколько там в магазине лежал. Привезли, отравились, и тут сразу на всех спихнули. В лагере не доглядели. Проблемы уже лагеря стали. Как бы действительно, ну это какие-то еще фрукты там, ладно, мы где-то ананас там взяли, я еще понял. Вот здесь прям рыба какая-то. Какая рыба вообще летом в пионерлагере? Они кинут, через 3 дня найдут там в тумбочке, сидят. Хотя дети на ротаранку и не сильно. Трудовая книжка. С каждым разом все тяжелее переходить с работы на работу. Слезы Гименея. Петр I. А это прям на пляже продают чебуреки, да, да, настоящие чебуреки. Чем не Кавказ? Понимаю, где-то какой-то они лужи купаются, наверное. Хотя не знаю. Война. Санкции. О, какой зонтик. Спрятались под санкциями. Под зонтиком от санкций, точнее. Ну, красавчики. Из спичек хозяйственных коробок, чтобы видела жена, куда получка уходит. Водка. А вот этого нос синий, вот и ухо, вот и губы синие такие. Пока все ждали этого сантехника, решили рыбу разводить. А он дружеский шарж на Крылова, а какой-то Соколов, Кукрыниксы. Крылов это рисовал. Фестиваль, прогулка над Берлином. Улыбки. Он кто-то вырезал. Сколько это лет прошло? Человек что-то вырезал зачем-то. Что-то, видно, интересное там было. Кого-то, может быть, приклеил даже. Так, а тут что у нас? О, ресторан. Что высмеивается какой-то ресторан. Джонни. Такой оскал такой капитализма. Похоже на котлету по-киевски, еще так с такой штучкой там бумажной вот этой или с фольги. Так, 73-й год. Ну, погнали дальше. Значит, договорились, тебе шубу, мне валенки. Коровы. Видно, замерзли в этом себя, в коровнике.
Ничего, Нина, перезимуем на кухне. Перекидной мостик. Это у меня самая результативная тройка. А бутылки собирают. Понятно, план по бутылкам можно делать. На какие? Неплохо. Это имеется в виду, тройка, наверное, это какая-то хоккейная тройки бывают, насколько я так помню. А тут тройка вот своя, результативная. Да, вот эта карикатура классная. Ведерникова. Или Ведерников. Первый снег. Мясокомбинат. Первый снег. Вот радость, вот благодать. Митрич с первым снегом. А он в снегу такая нога свиная. Кстати, вот буквально я смотрел недавно какую-то передачу в Ютубе. Там тоже как заезжали на территорию какого-то предприятия зимой, а взвешивалась машина, а потом ногами оббивался лед. И там получалось, что килограмм 100, возможно, можно было лишних набить в машину чего-то там. Ну, зачем он ехал там в тот завод. Ну, лед сбивался, который на колесах намерзает, имеется в виду. На брызговиках. Наши сточные воды полностью очищены. Хотите, на ваших глазах выпью стакан? О, краник. А он какая-то такая перегонка целая, как бы такие дистилляторы. Рыба. Так, змея напичкана ядом, ничто в сравнении с этим гадом. Анонимки. Хоть габариты пеликана, да аппетиты великана. Ух, какой, смотрите, какой красавчик. От одного из подворотней порой уснуть не могут сотни. Вот это вот тут нарисовано вот так от души, смотрите, какие. Какой-то такой музыкантик. Черный ревун. А черный ревун, пеликан сверхзапасливый и дикобраз ядовитый. Так. Пожалуй, эти леса пора реставрировать. Нормально. Памятник старины охраняется государством. Арабская нефть. О, опять про нефть. Решительный шаг. Чилийская горилла. Лившиц. О, тут тоже что вырезали. Что-то тоже интересно было. Тель-Авивский Робинзон. Так, 73-й год. Меня еще даже и в проекте там не было. Так. Ты «Жигули» хорошо укрыл? Укрыл он одеялом «Жигули», а сами спят под вот этим, под чехлом автомобильным. Ну, конечно. И масло он туда хорошее купил, и все остальное. Автомобиль это в первую очередь. Так. Отделочный участок, обувная фабрика. Это видно, молотком их доделывает. Он там такие раскрыты, но молотком стучит. Он давно требовал индивидуального подхода к себе. Open space такие, смотрите, тут уже продумывались. Это какой-то начальник, и видно, чтобы на него не смотрели, что он делает. У него такой отдельно свой лабиринтик. Не глупо такой.
Как выглядит карп? Скелеты одни. На этой неделе у него ни одного прогула. Уж не новый ли это почин? Не понял, о чем там. Кто сорвал знак качества? А, под знаком качества дырка была. Там, видно, эта наклейка была, знак качества. Какая-то, как-то такая. СССР написано, собачья жизнь. А ваша квартира тоже принята с недоделками? Ордер. Да, раньше радовались и недоделкам, лишь бы квартира была. После какой-нибудь общаги это была большая радость, как я понимаю. Насколько я так и слыхал. А должна была быть передача «А ну-ка, парни». Сказочные женщины. Вот красивые рисунки. Красная шапочка. Принцесса на горошине. Такая вся в горошек. Снежная королева, сестрица Аленушка. Василиса Премудрая такая в очочках. Про ее металл. Хозяйка Медной горы. Нарисовано красиво так. Не замысловато, но... О, вот это неплохо. Разрешите написать благодарность фабрике. Ребенок перестал требовать новые игрушки. Такие, смотрите, эти какие. Как это называется? Сейчас такая зубатая. Вот это. Лалаби или как-то там, я забыл, как она называется. Вот это что-то лабубу, вот это что-то похожее. Чаки. Игрушки Чаки. Ничего, неплохо. Что-то раздевался. Ой, тут Мик Джаггер, смотрите. Недавно у меня был такой разворот целый с Миком Джаггером. И здесь, куда катятся камни. Просят биографию ансамбля Rolling Stones. Короче, здесь по вот этой статье, по ходу, которая была, какие-то вопросы этих зрителей, читателей точнее, того, что что-то про... Там была вот такая вот фотка с этим, с Миком Джаггером в том номере, и у меня есть на канале этот номер. И видно, завалили какими-то письмами. Надо это почитать внимательно. Вот. Самокритика. О, самокритика, и так стреляет обратно. Итоги конкурса среди хапух кто больше? Тюрьма. Вот здесь тоже кто-то вырезал. Скорее всего, это журнал одного человека, и что-то он там вырезал, что-то подбирал. Может быть, может быть, вообще самую классную карикатуру он вырезал. Мы не посмеемся с ними. Бюджет США. Ловушка. А, Пентагон. Телевизор отпусти, побриться, помыться, воздухом подышать. Так вот же он и отпускает. Смотри, вот это передача, не забудьте выключить телевизор. Или здесь какой-то другой смысл, не знаю. Может, как-то загипнотизировало его. Кожаный чулок. Чаяну 50 лет. Все эти журналы Чаян никогда не читал, но вроде как я понял, что они тоже интересные. Думаю, тоже достать как-нибудь, поснимать. Помню, какой-то татарский даже. Кто-нибудь читал Чаян? Напишите.
Громе молния. Хоровод продолжается. Что без голов все написано фунт, иена, лира. А доллар на месте. Он из заводской самодеятельности 2 раза в месяц играет роль фрезеровщика нашего цеха. Соберем запчасти без потерь. Мы с женой решили этим летом в Сочи поехать, а я свою в Ялту повезу. А в чем тут прикол? Это такие типа как подкаблучники, наверное. И они такие еще как на цепочках, как маленькие собачки. А эти модные, смотрите, в сапогах, такая юбка такая шотландская. А я свою в Ялту повезу. Да, повезу. Тебя там повезмут еще, возможно. А вот это с этого Чаяна, походу, вот этот их человечек. Ну да. Намек. Ну и тут вырезано что-то самое интересное. Синяя синая. Да, тут весь журнал посвящен тому Чаяну на планерке. Работа у вас будет несложная. Следить за порядком и отвечать мест нет. Администратор гостиницы. Офигеть. Пивзавод обратно едет с бочкой. Ну да, видно, туда, кстати, Чаян неплохой журнал. Смотрю, карикатуры такие похожи, в таком же стиле. Ты же сказал, что деньги не пахнут. Нашли эти обыск. Под полом деньги с собаками. Яркая такая обложка, так увидишь так в киоске «Союз Печать», сразу захочется купить. Такого, что там интересного в нем. Трубите вы, друзья, хорошо, но я посоветовал бы и шагу прибавить. Мир огородников. Все на массовку. Что повыкапывали все, обратно едут уже. Пропили. Ну, смысл, конечно, так, уловить еще надо. Еще надо уловить. Жизнь вредителей. Вредители, такие вредители, типа, как букашки вот эти вот. Из блокнот натуралиста. А на самом деле здесь вредители такие, как полулюди. Жук. Жарит какую-то блоху. А эту машину нам подарили шефы-паровозники. Теперь он дает гудки на обед. Кто-то что-то он считал, видите. Небось получку там или что-то еще там записывал когда-то, конспектировал там. В прошлом веке. Заводоуправление. К нам едет ревизор, и все такие раз спрятали смотрюшку. Вижу родные мокрые лица, голубоглазые в большинстве, вытрезвитель.
Просто я буду волшебником. Рыба 3 килограмма. Ну, такой мелькилом. И звезда звездой говорит. Туристы-террористы. Про израильскую бандитское нападение израильской военщины на столицу Ливана Бейрут. Короче, диверсанты выдавали себя за туристов. Вот так вот. На бедный Бейрут напали. Подвал с запасами. О, это красиво нарисовано. Это ГДР, кречмара какая-то. Это типа Америка, голая женщина, ананасы. А это такой сырьевой придаток. Вот так вот. Вот так вот оно, кажется, в мире бывает. Я бы такой еще дорисовал бы здесь дальше в карту. Раз уж про придатки сырьевые говорить. Что-то они так решили одной половиной полушария обойтись, а второй. Так. Это 74-й год сейчас. Граждане, разрешите позвонить, за мной хулиган гонится. А, они спрятались все, дали трубку, звони, типа. Спрятались все в автомат. Так. О, Пиночет. Рисунок карандаша, Болгария. Пентагон. Военный бюджет все никак пояс не затянул. Требуется военные базы. Начали они буквально с первой страницы здесь такую политику. Была какая-то разнарядка строгая именно. То на последние, там, то бывает вообще практически нет, а это сразу. А на первой нет такого. Отдел кадров. Зерно свезли, вот куда теперь замок повесить, это классно. Ни крыши, ничего. Вон этими, как оно, вилами подперта крыша. Анна Ивановна, куда впадает наша улица? Неплохо так. Все затопило. Венеция. А он какая модно приглянулся. В штанах. Современный камуфляж. Трубу закрасили, глаза не резала. Эволюция природы. Человек родился среди природы. Последний, человек отблагодарил природу. А это типа вот картина «Охотники», наверное, или как там, на охоте. Лося завалили. А однажды, хоть верьте, хоть нет, меня чуть было не задержал охотинспектор.
За неплохо. Петровна опять сына в капусте нашла. Такой с бутылкой потлатый. Типа как знакомец, общается, собачка. Оттуда вот туда, ну это жизненно. Почему нет? Миротворец из Тель-Авива. Границы 67-го года. О, эта обложка классная. Я бы купил бы сразу такой журнал с такой обложкой. Вот это похоже на вот это была певица Маша Распутина. Вот мне чем-то вот напомнила она сразу. Огородников. Огородников из моих любимых уже карикатуристов. Мигунов, да, там признал вообще классный. Но Огородников такой почаще. Гляньте, губы какие. Модная, сейчас смотрите, за модной одеждой пришла. Платье в горошек. Это как вот в фильме, вот это, знаете, самая обаятельная, привлекательная. Потом она такая пойдет в такую эту семерку, сядет, такую, и музыка. Сюзанна, Сюзанна. Так, начало многообещающее. Посмотрим, что дальше. Секретарша тоже, смотрите, какая гибкая. Директор. К Петру Ивановичу нельзя. И так вот, оп, и что-то пудрит. Посмотрим, тут много таких колоритных дам в этом журнале. Посмотрим дальше. Это что-то уже про хунту пошло. А это представитель заказчика. Он днюет и ночует у нас в цеху. О, какие хипари. Выставка «Природная фантазия». А вы, молодые люди, небось экспонаты. А вот, кстати, вот это не пойму, это, конечно, парень или, ну, скорее всего, на каблуках. Сейчас бы непонятно, а раньше, наверное, девушка. Похоже чем-то так вот на вот эту певицу Шер. Такие штаны, вот это она выступала в таких подобных нарядах раньше. Волосы такие черные. Хотя тут не поймешь. Тут вот эти каблуки, опа, здесь как будто усы такие. Хотя сумка женская. Ну, в общем, ладно. Может, женщина с бородой, какая-то Кончита Вюрст, конечно. О, вот это у меня есть такой журнал, кстати, тоже я видео по нему снимал. Вот эта обложка, «Последняя затяжка». Где там журнал посвящен борьбе с курением был. Там такие, как цыплята табака, там какие-то такие карикатуры интересные были. Батонов нет, есть бублики, брать хлеб. Видно, опять под тару эшелон не дали. Вася, закуска ползает. Всего-то бутылку распили, а как качает. Магазин производит баяны, аккордеоны, телевизоры, приемники. Для домашних насекомых в магазине ничего нет. Объявление в магазине хозтоваров. Лиловый нос. Тоже вырезано. Что на выпуск такой положительный. Что тут? Сцена у фонтана нефтяного. О, это, походу, Гренландия было написано. Трамп такой на Гренландию бежит с ведром. Обложка класс. Яркая такая. Супер. Ну и здесь дама такая, ничего. Смотрите, какой-то пижамки в такой модной, в полосочку.
Конопатенькая такая. Ногти, смотрите, красные какие уже, какой-то маникюр у нее. Не вздумайте посылать меня далеко. Самолет я не переношу, поезда боюсь с детства. Хорошо себя чувствую только в городском транспорте. Ну это типа как, чтобы по распределению потом ее где-то в Улхамань там не отослали. Там БАМ строить, типа. Вполне возможно. Раньше, по-моему, такое процветало. Где-то там тебя на доктора отучился, где-то тебя отправили. Придется сходить за больничный. Все бока отлежал. Да, вот это неплохо. Неплохо сказано. Як вам поговорить по поводу своего заявления? О, смотрите, поляна какая классная. Ананасы. Но ананасы это 70-е, это, наверное, вообще что-то такое. Только на картинках многие видели. Даже в крупных городах, я думаю, с этим была проблема. Понедельник, день тяжелый. Медведь такой выгребает с леса все. Ну идем домой, подумаешь, не дали тебе роль Анны Карениной. А у нас зрители сами решают, кого застрелить, Ленского или Онегина. Типа делают, как вот голосуют. Неплохо. Как вот фильмы сейчас с альтернативными окончаниями, так и там. Видите, как предвидели подобные инсинуации. Вот мы и решили вопрос сбыта неходовой литературы. Погляди, зерно не теряем, не видно ни зернышки, все развалилось. Направляется на новую работу. Характеристика, рекомендации. Трезвый, деловой, морально стойкий, грамотный. Он красавчик такой, смотрите, сидит такой, барон Мюнхгаузен, я бы сказал. Зубы еще все на месте. Даже сандали у него, видите, без носков. Это вообще модный тип. Только вот от рыбы, по-моему, скелет у него с кармана торчит. Время кормить ребенка. Не люблю я эти фильмы ужасов, рыбу жарят. Действительно. Холодная война. Джексон. Джексон это президент был такой? Это сенатор Джексон. 3 дирижера, 1 солиста. Обложка красивая. Такое выражение лица, так, ручка так. Так, комбайн марки, универсам. Магазин, баня, 130 километров. Шкарбана. Лохматая рука. Фото для командированных. Неплохо. Такое алиби. А может он и командировки отмечает? Он смотрит, дама такая худая-худая, и такой у нее как типа бюстгальтер, такой полосочка. Ты ж такой придумал. Цветкова. Цветкова или Цветков, не знаю. Нарисовано неплохо. Кошмар алименщика, смотрите, дети бегут за ним. Знак осторожно, дети.
К Ваське нельзя. Видишь, цветок на подоконнике, значит, жена дома. Доктор Паук. Строительство бани ведет какой-то СМУ. Венечки у нас уже подросли, вот это неплохо. Начальники такие, венечки подросли. Робинзон Крузо. Бутылки прибило. Вот взяли люди, трубу согнули. Теперь, может, примут меры. Опять Огородников. Выбирают призвание. Физика. Движение ПИПИ. Неофашизм. И регулировка неофашистского движения в Италии. Помидоров нет. Как так нет? Да у нас на базе этого добра навалом. И база. А база как раз и такое гнилью все. Офигеть. Определение таланта. Оп, и ноги такие длинные-длинные. Класс. Так, а тут что-то оригинальное. Тут бюрократические мифы. Зато ярко так. Такое небо и зерно. Так, какая-то очередь. Очередь в баню, наверное. Так, на следующее мне сходить. Автобус. Очередь на автобус, походу. Говорящие куклы у вас есть? К сожалению, имеются. Все, понял. Вот кукла говорящая, гляньте. Она такая желтая, такая губатая, и это что-то вот. А я здесь такая продавец такой старой закалки. Да, вот это вот, кстати. Еще не хватает им таких, типа, мобильничков таких там. И типа селфи там куда-нибудь. Вот это супер. Мало чего изменилось за эти 50 лет. О, вот это тоже супер. Такая улыбка. Платье я вам сшила, милочка, на совесть. Ни одну свадьбу еще в нем сыграете. Нормально. Как в воду глядела. В последнее время мы с сыном увлеклись фотоохотой. Охота и фото, да. Кстати, такое я помню, не знаю, в какие года, Зенит фотоаппарат был, я видел, продавался с таким, как фотообъективом длинным. Он, по-моему, как такой телескопический даже был немножко. Ну, это если брать какой-то, типа, советские фотоаппараты. Антиштамп. Наш клуб полностью перешел на самообслуживание. Все своими приемничками, со своими гармошками. Хоть крыша над головой и то. Луда. Он раскатывает дорожки, иначе к нему не попасть. И в дорожке он сидит какое-то с заявлением. Встреча окончилась со счетом 1-1. Молодец, Иванов, тренируется без отрыва от производства. Пентагон читает Библию. Ваш пес служит, да, в ЦРУ. Свободу народу Чили. Продажа лотерейных билетов. О, слушайте, Чили, нет фашизма.
Хунта. Он какой. Сорос управляет. Глобалисты. Кукрыниксы. Ну, тут обложка такая простоватая, не знаю, такой бы, может быть, и не купил бы так, проходя мимо там киоска. Как-то так, под вопросом. Трогай, шеф. О, такая дама симпатичная, смотрите. У подшефных. Дерево спиляли. А, с деревом продают. Ничего не поделаешь, тару не завязали. Злая собака. Люди, где вы? Ну как такого воспитаешь? Такой этот здоровый папа залез на него. Похождение Матрюшкина. Рынок. Ну погоди. Кто ж такой? Я помню, принес нам чудесного ребенка. А, это Аист спрашивает. Принес чудесного ребенка, а тут такой, смотрите, великовозрастный такой остолоп. Прям его поют, он сигаретку папа подпаливает. Да. Сила привычки. Молоко пьют, разливают. Рационализатор. Смотрите, классно. Вот дорога неровная, и колеса такие вот специально. Говорила тебе не ездить через парк. Поздновато приехал, асфальт уже застыл. Да, неплохо. Бежим, полиция. Полиция тоже бежит с этим, с мешком. А он петухой красавчик, хиппи, смотрите. Тут стоят такая с гармошками, а он такой идет, модный, весь с сигареткой. Штаны такие клеш. Тут еще колокольчик. А, петухиппи. Сегодня весь день торговал арбузами. Мечты и действительность. Кипр. Хунта. Потому что в те года вот это на Кипр напали, там, не знаю, кто там у кого забрал чего, там, у Греции или у Турции. Как видите, мы полностью механизировали трудоемкие процессы. Роботы такие идут. Какие-то начальнички такие розовощекие. Классно. Это как вот это недавно писали про какой-то искусственный интеллект, что там, говорят, сидят индусы и вручную набивают ответы на вопросы. Приносить, распивать, напиток воспрещается. Теперь моего в пивную не тянет. А, дома поставили такой столик. Он рыба такая. Еще и написано, что запрещается. И он пьет так. Чистка обуви. Чистка. Все в грязи. На бойком месте. Комбинат бытового обслуживания. Ну да, место бойкое. Вон дама такая идет вся в грязи, он сняла лапти босиком.
А вон сельские хиппи, походу. Спасибо, Михеич выручил. Теперь мы городских за пояс заткнем. Такие в цепях. А тут он подковал эти обувь подковами. Эх, свадьба, свадьба. Домашний крокодил. Великие за партами. О, его тарифная сетка. А взгляд какой хитрый. И получается, он туда смотрит, вроде прямо, а взгляд такой назад, аж видит, что ему кладут. Кстати, об этом самом, ну вы понимаете, в общем, корреспондент крокодила тоже хотел это самое, ну взятку получить, что ли. А в чем дело чем дело закончил, читайте на следующей странице. Зав. Ну так скрепненько, конечно. Что с козлом? Несварение. Съел программу нашего клуба. Фу, рыба такая дорогая, пахнет нефтью. Нефтью, немедленно повышай на нее цену. Странного какого-то зоотехника нам прислали с поросенком. Ну, такая модная. Кстати, у меня тут на районе вот гуляли с поросенком. Ну такой небольшой, как я понимаю, там не поросенок, а уже может быть и взрослый. Типа какой-то вьетнамские породы или я не знаю. Ну короче, он такой, как такая крупная пузатенькая собачка. И я не знаю, что там дома, что он творит. Ну так выгуливали, он там в кустике бегал. Сейчас не вижу. Кто-то говорил, что вроде как что-то съел тут и что-то там травили, и, короче, типа сдох. Ну, был вообще. И обезьянки тут ходят у меня. С обезьянками гуляют. И с какой-то лисой. Сначала подумал собака, а потом смотрю, вроде как собака, но не собака. Посмотрел в интернете, какая-то собаковидная лиса. Одна женщина ходит. Там женщина такая, сама что лиса. И еще этот зверек с ней. К богатствам Африки. Такой мостик поддерживает Форстер Смит. Каэтану. Пристрелка перед критическим выступлением. Наши промахи. Смотрите, зам, зав, нач, пом. А здесь тетя Дуся, уборщица. Вот это классная карикатура. О, конечно. Кого еще как-нибудь тетю Дуся? Триумфальная арка для господина Солженицына. Добро пожаловать. Смотрите, как Власов, тут со свастикой. Типа какие-то мертвые стоят и типа Хайль это говорят.
Выдворянин. Вестерн 74. Черепанова. Бесстрашница. И за борт его бросает. Смотрите, пьянка. 8 марта. Такой любезный. Еще о миграции. Окольцован в Москве. Окольцован в Москве, обнаружен в Чите. Алименты за 3 года. Ресторан. Уважаемые родители, ресторан закрывается, забирайте детей. Неплохо. Ну, какая девчонка, смотрите. Самое главное, она в чулках, возможно, в нейлоновых. И еще подтяжки для чулок. Вот это модно вообще. В гостях у дочери. Да что ты, мама, это же портрет твоего зятя. Она подумала, что это икона с бородой. И, короче, молится. Это приехала в гости, смотрите, чемоданы. Это портрет твоего зятя. Вот, кстати, очень так не глупо придумано. Не глупо придумано и хорошо нарисовано. Вот эти вот особенно, вот эти чулочки такой вообще. Гитарка, кот такой не голодный явно. Так, холодная война. Мини Джексон. У этих персон сердца бьются в унисон. Так, стихами прям. Строитель. Дал слово, держи. Держит дом, смотрите, как подпирает. Сев якши. Двое в одной проруби. Не пойму, что с холодильником. Суп варит, а вот запеканка не получается. Холодильник это греется, настолько он греется, что даже вот суп варят, а внутри запеканка не выходит. Ну, неплохо. Лавровый лист у меня есть, мне бы в качестве приза банку горчицы. Вот мне кажется, я вот эту карикатуру где-то видел, вот в каком-то, вот как дежавю, вот где-то вот, или перерисовка, или кто-то там где-то ее как-то сфоткал, где-то мне попадалось. А этот журнал точно не читал. Криво клеишь. Так и же запишем. Отремонтировали птичник. Скворечник прилепил. Раз уж взвесили свой палец, то заверните его. Вот это неплохо. А гляньте на продавца, как нарисовано. Такая классическая. О, крокодильская зоология. Сорока телефонная. Грешат трещанием сорочиным и не сороки, между прочим. Пора б таких, они нередки, переселять из леса в клетки. Здесь был я.
Жук номенклатурный. Согласен только на руководящую работу. На старой должности нашкодит и должность новую находит. Жук номенклатурный. Хорошо. Круглый стол с острыми углами. Инфляция, безработица, цены. Деловое сотрудничество. В Северном море вспыхнула конкурентная борьба за нефть между монополиями США и Западной Европы. А это труба такая, кстати. Обложили исполнительный лист. О, что бассейн Индийского океана. Друзья, мы запустим к вам нашего малютку, пусть порезвится. Независимые страны бассейна Индийского океана возмущены созданием американской военной базы на принадлежащей Англии острове Диего Гарсия. Вот так вот. Вот что-то такая яркая обложка, интересная. Расписались в Москве, а на свадьбу к родителям невесты в Хабаровск махнули. Праздничным рейсом. Мир Трудмай. Пусть всегда буду я. Крокодильские шарики. Бутылка такая неплохо. Килька. Дети до 16 лет не допускаются. Ничего, я подожду. Тоже вариант. Вася, переоденься, уже давно весна. Все тяжелее становится успевать за модой. Гирька. 20 какая. Похоже, самолетом посвящен выпуск. Смотрю, там самолет, сям. Ночной экспресс идет. Вот это актуально вообще. Вот у нас сейчас с этим вообще проблема. Идет поезд. Москва-Сочи. В лес. А в кассе мне сказали, что все билеты на этот поезд проданы, а здесь никого. Понятно, перекупщики сдали его просто в последний день. Все. Хлебом кормили крестьянки меня. Пусть говорят, что мы не пара. Не по зубам. Зарплата и цены. Вожик. А вот это белорусский журнал такой Вожик у нас в гостях. Вожик, ежик. Нет уже этого Вожика тоже. Мне не попадались. Точнее, попадались, как-то так прогавил эти выпуски. Там были в одном месте. Довольно редкие. На слом. Я думаю, на сегодня этот последний журнал просмотрим, а эти можно будет завтра просмотреть, потому что слишком еще их много. Так не рассчитал по времени. Своих я отдела, а это мы пустим в широкую продажу. Своим это один остался на продаже, офигеть. Такой журнал, видавший жизнь, пожелтевший весь.
Условия приличные, тепло, кормов хватает, перезимуем, а весной обратно на ферму. Цирки. Смотрите, дыхнул, и бутылка такая появилась. Что считал, коты. А ну. Торжественные проводы на пенсию. Такая мышеловка. К Рождеству гонишь. Это имеется в виду самогон. А как же? Я Бога не забываю. А где же ты, удаль молодецкая, где же ты, девичья краса? Хиппи. О, крокодильская зоология. Попрыгунчик неуловимый. Сел сей резво скачущий красавец, блудлив как кот, труслив как заяц. Исполнительный лист на взыскание элементов. Норка супружеская. В ней мягкость есть и кротость нрава, но что-то есть и от удава. Мозолистозадый. Ух ты. Всегда держал он в кресле чресла, а в итоге стал придатком кресла. Да, вот это вот вообще неплохо. Мозолистозадый. Такой кентавр. Повестка дня. Теперь, надеюсь, у нас не будут пропадать вилки и ложки. Я прикрутил. Такой радый рационализатор. Бензина нет. Новогодняя встреча на Западе. Какой-то кризис, наверное, был тогда. Специально для вас. Водочка холодненькая, холодец домашний. Да, трубы замерзли. С цветами стоит, ждет, никто не пришел. Алло, собрание отменили, буду дома вовремя. Цветы выкинул. Так жизненно. За оконем больше не становитесь, плотва пошла. То ловит и сразу очередь за ним стоит на рыбу. Нет, дорогой, я этого не могу, к сожалению, я вышла замуж. О, какой валет. Затасканная карта из греческой колоды. $73,67. Вот такой вот в Раймаге. Районный магазин. Вот такой вот журнальчик. Эти посмотрим завтра. На сегодня буду с вами прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Не хотите, не подписывайтесь. В общем, встретимся завтра. Посмотрим остальные крокодилы, которые у меня на сегодняшний день есть. Это из тех, на которые я еще не делал обзоры, которых нет у меня на канале. До свидания, мирного вам неба.